Всем привет, меня зовут Алевтина. В этом видео мы займемся не просто реставрацией, а переделкой кресла. У этой модели советского кресла мне не нравятся подлокотники, для меня они очень грубые, поэтому мы заменим на подлокотники от другого кресла. А что у меня получилось, смотрите в этом видео. От этого кресла мне понадобится сиденье и спинка, а от кресла, которое нашли на свалке, сняли красивые гнутые подлокотники и ножки. Очень понравилась их форма. С этих деталей и начну переделку. В строительном магазине купила вот такую смывку. Выбора не было, взяла что было. Она двухкомпонентная, на основе парафина, и перед применением ее нужно хорошо взболтать. Состав наношу кистью. Жду 5 минут, пока начнет действовать, и постепенно, слой за слоем, начинаю соскребать лак. Скребок вырезала из алюминия, но можно взять обычный шпатель. Чтобы полностью снять лак, пришлось наносить смывку 6 раз. В инструкции написано, что смывку нужно смывать под струей воды с порошком. Так я и сделала, но очень быстро, так как боялась, что вода впитается в дерево и деформирует его. Протерла насухом полотенцем. Здесь я поняла, почему кресло оказалось на свалке. Во время эксплуатации сломалась ножка. Скорее всего, причиной этому было то, что одна ножка на 4 мм тоньше другой. Соответственно, не выдержала нагрузки и лопнула в сгибе. И теперь угол изгиба ножек отличается друг от друга. Добирать нужную толщину буду при помощи фанеры, снимая лекало с ножки. Дома у меня завалялся небольшой кусок фанерки толщиной 4 мм. Деталь получится составная, из двух частей. Перевожу лекало на кусок фанеры и вырезаю лобзиком. Для того, чтобы выровнять угол ножек и хорошо проклеить, я пошла на риск. В кастрюльке с водой сварила место изгиба ножки, а фанерку подержала над паром и дополнительно полила кипятком, чтобы наверняка смягчить волокна дерева. Далее вторую ножку обернула пищевой пленкой, для того, чтобы она не впитала в себя влагу. Соединяю между собой ножки. Здесь видно, что угол изгиба ножек разный. Сгибаю фанеру и придаю ей нужную форму. Детали скрепляю струбцинами между собой и оставляю на 3 дня для того, чтобы ножка просохла и приняла правильную нужную форму. Пока ножки сохнут, займусь корпусом. Его нужно хорошенько очистить. Снимаю обивку и поролон. В такой работе одевайте очки, перчатки и респиратор от грязи и пыли. Постоянные зрители уже, наверное, заметили, что у меня нет специального инструмента, поэтому приходится работать с тем, что есть. Гвозди мне удобно доставать вот такими закругленными плоскогубцами. Они легко зацепляются за шляпку, и получается принцип гвоздодера. Если шляпка гвоздя глубоко забита, поднимаю ее при помощи стамески и достаю плоскогубцами. Времени, конечно, на это уходит немало, но результат стоит того. Когда добралась до резинок, увидела, в каком они состоянии, решила их заменить. Ножом отскабливаю весь прилипший поролон и клей. Со спинкой поступаю точно так же, как и с сидушкой. Убираю все гвозди и резинки. Но размер меня не устраивает. Я решила укоротить спинку. Ручкой провожу линию на боковинах и фанере. Это будет ориентир для определения будущей высоты спинки. Опять же, с помощью стамески и плоскогубцев отделяю фанерку и остатки обивки от корпуса. Высоту спинки я делаю на 1 см больше, чем длина сидушки. Для этого к ранее начерченной линии добавляю 5 см и отрезаю все лишнее на корпусе. А потом и на фанерке. Верхнюю перекладину беру из отпиленной верхней части. Она имеет эргономичный изгиб. Но так как спинка кресла заужена кверху, то эта перекладина короче. С помощью отрезка из мебельного щита толщиной 2 см наращиваю недостающую длину. Сначала приклеиваю столярным клеем, а потом закрепляю на саморезы, предварительно просверлив под них отверстия. Окончательно очищаю каркас ацетоном,
от остатков поролона и клея. Возвращаюсь к больной ноге кресла. Когда она просохла, убираю струбцины. Фанерка очень хорошо приобрела нужную форму, а ножка еще не совсем идеальная. В месте изгиба после варки в кипятке образовались дополнительные щели, которые не дают принять нужную форму. Сейчас задача заклеить все щели. Для этого я максимально раздвигаю ножку и при помощи шприца вливаю клей. Те места, где иголка не подлезла, раздвигаю стамеской и шприцом заливаю клей. И пока клей не схватился, скрепляю ее струбцинами. Для ножек вставляю картон с линолеум, для того, чтобы угол получился чуть-чуть больше. Хорошенько затягиваю, лишний клей выходит наружу, убираю его влажной тряпкой. Пока клей сохнет, ошкуриваю изогнутую фанерку. Наступает волнительный момент, получилось ли выровнять угол ножек. Убираю струбцины, накладываю ножки друг на друга и, о чудо, почти идеальные. С неправильным углом я справилась, теперь осталось нарастить толщину. Ошкуриваю ножки, наношу столярный клей толстым слоем и приклеиваю фанерку. Опять зажимаю всю конструкцию струбцинами. Их не хватило, поэтому в ход пошли все тиски, которые были в моем доме. Оставляю ножки сохнуть и продолжаю работать со спинкой и сидушкой. Так как после разборки оказалось, что старая резинка непригодна в использовании, купила новую мебельную резинку средней жесткости. Закрепляю с одной стороны скобами 14 мм. Натягивать ее дело не очень легкое, и дальше мне понадобилась помощь супруга, который держал конструкцию с одной стороны, а я натягивала резинку. Ну как понять, с какой же силой нужно ее натягивать? Посидев вечер на мебельных форумах, решила сделать так. Натянув резинку до упора, ослабляю ее примерно на 3-4 см, чтобы добиться нужного натяжения. И фиксирую ее степлером. Поперечные резинки переплела в шахматном порядке между натянутыми резинками. Аналогично натягиваю на спинку. Для того, чтобы резинки не врезались в поролон, сверху прикрепляю спанбонд. На сидушке закрепляю очень свободно, не натягивая, делаю, так сказать, припуск на сиденье. Чтобы не было сильного натяжения спанбонда, когда садишься. На спинке натягиваю его равномерно. Вставляю болты для скрепления сидений и спинки и прибиваю на гвозди фанерную деталь. В дальнейшем я немного изменю конструкции, но об этом позже. Для кресла купила поролон толщиной 5 см и плотностью 35 см. Обычно такую плотность советуют на форумах. На поролоне намечаю длину и ширину, вырезаю ее канцелярским ножом. Сначала попыталась нанести клей с помощью распылителя, но он оказался слишком густой, и я решила просто намазать кистью. На качество склеивания это никак не повлияло. Клей, кстати, специальный для поролона, и купила его там же, где и резинки. Стоит в пределах 300 рублей. Сверху накладываю поролон. Обратите внимание, что для сидушки поролон вырезала по ширине сидения. А по длине с задней стороны он короче на толщину поролона. Это у меня 5 см. Хорошенько прижимаю, клей схватывается очень быстро. Вот здесь хорошо видно, что поролон короче. Оставшийся участок промазываю клеем и приклеиваю в это место поролон торцевой частью. Дополнительно закрепляю его скобами в самый край.
Наношу клей на поверхность первого слоя и окутываю сверху поролоном, хорошенько прижимаю, чтобы он схватился. Дальше наношу клей на переднюю часть сидушки и загибаю. Жду, пока хорошенько схватится, и все лишнее отрезаю ножом. Сиденье получается из 2 слоев поролона толщиной 5 см, а спинку сделаю из одного слоя. Чтобы переход поролона был плавный, намечаю линию примерно 3 см. Аккуратно срезаю по косой вдоль линии. Наношу клей на спинку, накладываю поролон. С торца промазываю клеем срез, загибаю и закрепляю край степлером. В верхней части на поролоне провожу линию края спинки, отступаю 5 см и срезаю поролон по диагонали. Так как спинка уже в верхней части, а поролон был вырезан по ширине сидения, то по бокам срезаю лишнее. Благодаря этому получу ровную и красивую форму кресла. Делаю это с лицевой стороны, чтобы не завалить угол и получить ровный срез. Дальше по такой же технологии. Намазываю клеем, загибаю, жду, когда схватится, и закрепляю степлером. В результате получается плавный переход спинки. Для того, чтобы сделать лекало детали для обивки, нужно собрать кресло. И тут я поняла, что фанерка мне мешает вставить болты на место. Они не были зафиксированы и проваливались. Чтобы открыть доступ к ним, просто отрезаю нижнюю часть фанеры ножом. Это позволяет легко собрать кресло. Опять возвращаемся к ножкам. Убираю струбцины и приклеиваю недостающий фанерный кусок. Когда ножки просохли, снова разбираю и проверяю. Они получились одинаковой толщины и изгиба. За неимением подходящего инструмента лишнюю фанеру постепенно срезаю ножом. Осталось все ножки и подлокотники хорошенько ошкурить перед покраской. Сначала беру наждачку зернистостью 180, снимаю весь оставшийся клей и лак. Но вручную это сделать очень тяжело и долго. И тут у меня возникла идея сделать мини-шлейф машинку. В отрезке кухонного рейлинга ножовкой пропиливаю щель. Этот кусок рейлинга закрепляю в дрель. В щель вставляю полоску наждачной бумаги и шлейф-машинка готова. Благодаря этому работа стала быстрее в несколько раз. Но здесь главное не останавливаться долго на одном месте, иначе получится яма. Довожу до идеальной ровности вручную. Наждачкой, натянутой на брусок. Сначала с зернистостью 220 и заканчиваю 400. Так как все детали у меня от разных кресел, подгоняю подлокотники. Верхнюю часть подлокотника буду соединять с помощью шкантов. Для этого рассверливаю уже имеющиеся отверстия в спинке. Шкант вырезаю из круглой деревянной рейки диаметром 1 см и наживляю подлокотник к спинке. Нужно найти место для отверстия, чтобы закрепить ножку, но тут возникла небольшая проблема. Оказалось, отверстие находится прямо на соединении деталей сидушки. Решила пока просто отметить его, а уже позже придумать, что с этим делать. Пока кресло собрано, нужно сделать лекало чехла. Очень удобно использовать полиэтиленовую пленку. Накладываю сверху и по контуру маркером обвожу детали боковой части сидения, а также боковой части спинки. Ставлю контрольный знак, где они будут соединяться. Разбираю кресло, каркас сосновый, но очень крепкий. Древесина плотная, и я все же решила просверлить отверстие в корпусе сидушки для крепления подлокотников.
Ножки накладные, и они крепятся к корпусу сиденья с нижней стороны, но они шире места крепления. Поэтому нужно нарастить боковые детали корпуса сидушки. Отмеряю и отпиливаю бруски нужной длины, закрепляю их с помощью столярного клея и саморезов. Все думала, как я буду крепить подлокотники, и придумала. С внутренней части корпуса сидушки, в месте, где просверлено отверстие, стамеской делаю углубление, в которое помещаю шайбу. Она плотно фиксируется. Далее вкручиваю болт в гайку, и таким образом ножка закрепится. Пришло время для обивки, но сначала сверху приклею синтепон. По краям наношу клей, кладу синтепон и расправляю. Лишнее по бокам стараюсь не срезать, а обрывать. Так получится мягкий переход. Прежде чем клеить синтепон на спинку, с обратной стороны степлером прикрепляю кусок ватина, чтобы фанера сильно не проглядывала через ткань. А далее, как и на сидушке, нанесла клей и приклеила. На пленку нанесла выкройку примерно, поэтому с помощью линейки или кала выравниваю все контуры и вырезаю. Замеряю длину сиденья с припусками на сгиб и выкраиваю прямоугольник. На всю длину спинки ткани не хватает, поэтому будет составная деталь из двух частей. Выкраиваю прямоугольники таким образом, чтобы рисунок на сидушке был продолжением рисунка на спинке. Боковые детали выкраиваю так, чтобы рисунок на них был продолжением рисунка сидушки. На детали сиденья нахожу место, куда будет пришиваться боковая деталь, и прорисовываю орнамент. Далее соединяю орнамент и вырезаю боковую деталь с припуском 1 см в верхней части и 5 см в нижней. Вторую боковую деталь сидушки вырезаю зеркально. Таким же образом поступаю и с боковыми деталями спинки. Закалываю булавками и сметываю детали согласно рисунку. Примеряю, хорошо ли подходит чехол. Ткань у меня не мебельная, а костюмная. Уж очень понравился мне этот жаккард. Но я не учла, что она имеет хорошую растяжимость. Поэтому после первой примерки мне пришлось уменьшать прямоугольные детали на 1 см по бокам. Снова все сметываю и примеряю детали. Заднюю часть спинки подгоняю к рисунку. Когда все хорошо подогнано, прошиваю на машинке. Закрепляю швы отделочной строчкой на расстоянии 5 мм. Направляю швы в сторону центральной детали. Надеваю обивку на спинку сиденья, и результат мне уже нравится. Осталось закрепить ее степлером, и можно собирать кресло. При натягивании обивки смотрю, чтобы натяжение было равномерным и не пошло искривление рисунка. Главное быть осторожным и аккуратным, не подставлять пальцы под степлер. Когда закрепляла обивку на сидушку, случайно вогнала скобу в палец, но все обошлось. Соединяю сиденье и спинку воедино, туго затягиваю болты и гайки.
И вот уже получается очень симпатичное кресло. Когда начала закреплять обивку задней части спинки, вспомнила, что не вставила отрезанную ранее фанерку. Она нужна для того, чтобы получился ровный и красивый угол. Вставляю фанерку и приколачиваю ее на гвозди, максимально далеко, куда смогла подлезть. Степлером за нее закрепила ватин и натянула ткань. Таким образом получился ровный и красивый край. Для того, чтобы найти отверстия для крепления ножек и подлокотников, я нащупала их пальцем и вокруг зафиксировала ткань степлером. Подхожу к окончательной обработке подлокотников и ножек. Покрываю их смесью морилок дуба и эбенового дерева на 2 слоя, чтобы проявить красивую текстуру дерева. Сверху, конечно же, покрываю все пчелиным воском, своим любимым способом. Кусочек воска заворачиваю в ткань и при помощи фена нагреваю его и деревянную поверхность. Когда воск начинает плавиться, втираю его в прогретую деталь. После того, как воск нанесен, нужно отполировать. С помощью хлопкового куска ткани, но уже без воска, полирую все детали, прогревая феном. Получилась идеальная, красивая и очень приятная на ощупь поверхность. Ножки стали одинаковыми, и даже не скажешь, что одну пришлось наращивать. И, наконец, финишная прямая – сборка. Ножки прикрепляю к основанию кресла на саморезы. Для того, чтобы саморез легко входил, рассверливаю отверстие. Но так как у меня ткань не мебельная, а костюмная, сверло то и дело хотела зацепить и накрутить на себя нити ткани. На помощь мне пришло тонкое и острое сверло. Шканты приклеиваю в подлокотники. Маникюрными ножницами надрезаю отверстие крестиком. Шкант в подлокотнике забиваю в спинку. Ножку креплю к сидушке на болт и гайку и крепко затягиваю. Внутреннюю сторону закрываю спанбондом. Переворачиваю кресло и радуюсь результату. Результат просто потрясающий, ровная, четкая обивка кресла. Идеально гладкие подлокотники с текстурой дерева. Сидеть на нем очень приятно и комфортно. Пишите в комментариях, понравилась ли вам переделка этого кресла. Не забывайте ставить пальчик вверх и подписывайтесь на канал. На этом я с вами прощаюсь. Пока!